Если вы увидели по анализам низкий АМГ, высокий ФСГ, бросились голодать, сидеть на соках или устраивать жесткие детоксы, остановитесь срочно. Вы не помогаете организму, вы усугубляете проблему. После этого видео вы поймете, почему при низком авариальном резерве организму нужен ресурс, а не дефицит. И получите 3 простых принципа питания, 3, которые действительно и по-настоящему поддерживают яичники. Меня зовут Павел Сапего, я репродуктивный натуропат и врач-психотерапевт. Да, психотерапия и антидепрессанты иногда нужны. И сегодня мы разберем одну из самых опасных ошибок, которую совершают женщины после получения «плохих» в кавычках анализов и делают попытку очиститься в кавычку через голодание и радикальные детоксы. Я понимаю вашу логику. Анализы плохие, значит в организме что-то не так, и нужно его почистить. Интернет полон историй о чудесных исцелениях через голодание. Да, это есть. Кажется, что нужно просто проявить силу воли, и результат не заставит себя ждать. Но когда речь идет о репродуктивной системе у женщин после 35 лет, иногда и раньше, то логика работает против вас. И проблема не в недостаточной силе воли, нет. Проблема в том, что организм воспринимает голодание как угрозу вашей жизни. И в стрессовой ситуации он в первую очередь отключает репродуктивную функцию. Она не важна для выживания, но требует больших энергетических затрат, больших, огромных. Давайте разберемся, что происходит в организме женщины, когда она резко ограничивает питание, особенно если у нее уже есть признаки снижения авариального резерва. Первое. Активируется стрессовая реакция. Гипоталамус получает сигнал: еды мало, наступили тяжелые времена. В ответ повышается выработка кортизола, гормона стресса. А кортизол напрямую подавляет работу всей репродуктивной оси. Он блокирует выработку гонадотропин-релизинг гормона, который управляет работой гипофиза, который управляет работой яичников. И второе – это энергетический дефицит. Ведь для созревания фолликулов, для роста яйцеклетки нужна энергия, много энергии. Каждый месяц ваши яичники выращивают определенное количество фолликулов, один из которых становится доминантным и овулирует. Этот процесс требует постоянного топлива в виде глюкозы, аминокислот, жирных кислот. И когда организм голодает, он переходит в режим экономии. И в первую очередь экономит на необязательных функциях, как я сказал раньше. Репродуктивная попадает в эту категорию первой. ФСГ может подскочить, потому что гипофиз пытается достучаться, тук-тук-тук, до яичников, которые не отвечают из-за нехватки ресурсов. И третье – это нарушение синтеза половых гормонов. Эстрогены и прогестерон синтезируются из холестерина, из животного жира, можно сказать. Да, того самого вредного в кавычках холестерина, которого мы так боимся. Когда вы исключаете животные жиры из рациона или голодаете, организм не может производить достаточно половых гормонов. А без них фолликулы не развиваются нормально. Не развиваются. Я помню одну пациентку, была у меня на онлайн-консультации, Марина, 37 лет. Она получила результат АМГ 0,6 и решила взять себя в руки. Месяц на соках, потом интервальное голодание 16/8, потом полное исключение животных жиров и белков. Через 3 месяца такого очищения в кавычках АМГ упал до 0,3, а ФСГ поднялся с 8 до 38. Менструация стала нерегулярной. Когда она пришла ко мне на консультацию, ее организм уже сопротивлялся такому
очищению. На самом деле организм защищался от голода единственным доступным способом – отключением репродуктивной функции. Естественно, мы начали восстановление с полноценного питания. Постепенно вернули в рацион качественные жиры, животные белки, достаточное количество калорий. Через полгода АМГ поднялся до 1,1. Цикл восстановился. Еще через год она забеременела. Теперь о роли полноценного питания при низком АМГ. Смотрите, фолликулы – это живые структуры, которые активно растут и развиваются у вас в яичниках. Им нужны строительные материалы. Аминокислоты для синтеза белков, жирные кислоты для мембран клеток, витамины и минералы как кофакторы для множества реакций. Эстрогены, прогестерон, тестостерон – все они образуются из холестерина через сложную цепочку ферментативных реакций, через ароматазу. Без достаточного количества исходного материала эта фабрика гормонов не работает эффективно. Не работает, поймите это. Это не значит, что нужно есть только мясо и сливочное масло. Ни в коем случае. Так можно сделать еще хуже. Важен баланс. Лекарство от яда отличается дозой. Очень нужны растительные компоненты. Клетчатка, фитоэстрогены, капуста, все овощи. Но основа рациона у женщины с низким АМГ должна включать обязательно качественные животные продукты. Исследования подтверждают, у женщин с адекватным потреблением белка и жиров качество яйцеклеток выше, а показатели авариального резерва более стабильны. Но это исследования, это ученые сказали. Например, средиземноморская диета, которая включает рыбу, мясо, оливковое масло, показывает лучшие результаты для ваших яичников, чем строгие растительные диеты. Можно ли вообще делать разгрузочные дни или мягкие детоксы при низком АМГ, спрашиваете вы? А я вам отвечаю, да можно, но очень аккуратно и с пониманием того, что вы делаете. Разница между стрессовым голоданием и разумной разгрузкой в подготовке и, внимание, продолжительности. 1 день мягкой разгрузки раз в неделю после хорошего завтрака и с достаточным питьем не нанесет вреда. Но длительное голодание, жесткие соковые детоксы, исключение целых групп продуктов – это прямой путь к ухудшению репродуктивной функции. Если вы хотите поддержать свою детоксикацию, делайте это через оптимизацию работы печени и почек. Достаточное количество воды, клетчатки, антиоксидантов из овощей, фруктов. На фоне полноценного, сбалансированного питания у вас восстанавливается весь организм. Теперь 3 практических принципа питания для поддержки, для повышения, улучшения антимюллерова гормона. Запоминайте. И помните, это направление, а не жесткие правила. Первый принцип – достаточность калорий. Ваш организм должен понимать, что ресурса хватает не только на выживание, но и на размножение. Не считайте калории до граммов, просто не допускайте хронического недоедания. Ни в коем случае. Если вам постоянно хочется кушать, если вы думаете о еде, если нет энергии, то значит вы едите недостаточно. Второй принцип. Качественные растительные и животные белки и жиры в каждый прием пищи. Яйца, рыба, мясо, орехи, оливковое масло. Все эти продукты, эти и многие другие, дают организму все необходимое для синтеза гормонов и развития и роста здоровых фолликулов. Не бойтесь жиров. Они ваши друзья в деле восстановления вашей репродуктивной функции. И третий принцип. Какой, как вы думаете? Правильно, стабильность сахара в крови. Резкие скачки глюкозы создают дополнительный стресс для организма. Ешьте регулярно. Сочетайте углеводы с белками, с жирами. Выбирайте сложные углеводы вместо простых. Это
поможет поддержать стабильную работу всей гормональной системы. И помните, важно то, что вы едите постоянно, а не разовые, в кавычках, правильные дни, правильные в кавычках. Лучше есть хорошо 80% времени и иногда позволять себе исключения, чем пытаться быть идеальной и срываться в крайности. Если вы чувствуете, что готовы к комплексной работе с восстановлением своего авариального резерва, низкого АМГ, высокого ФСГ, я приглашаю на свой мастер-класс «Мягкое снижение ФСГ, повышение МГ без гормонов, натуральными способами». Там мы детально разбираем многие другие факторы, которые влияют на работу яичников. Мы изучаем, как создать оптимальную среду для роста фолликулов. Что важно, как снизить воспаление, как поддержать работу многих других органов для правильного метаболизма гормонов. И главное, как это сделать естественно, без насилия над организмом. Потому что восстановление репродуктивной функции – это не про ограничения и запреты, это не про химическую кастрацию контрацептивами, это про изобилие, про поддержку, про создание условий для процветания. Ваши яичники не ленивы и не сломаны. Им просто нужны правильные ресурсы и время. И все. Помните главное. Ваше тело всегда на вашей стороне. Оно не хочет болеть. Оно не хочет плохо работать. Если репродуктивная система дает сбой, это сигнал о том, что ей не хватает поддержки. Это не призыв к наказанию через голод. Поймите это. Каждый прием пищи – это возможность дать своим яичникам строительные материалы для новых здоровых фолликулов. Каждый день полноценного питания – это инвестиция в ваше репродуктивное здоровье и будущее материнство. Не бойтесь кушать. Бойтесь недоедать. Знаете почему? Потому что голодное тело, голодный организм не может быть плодородным. Не может. А сытое, довольное, получающее все необходимое тело готово дарить жизнь. Готово зачинать. Готово беременеть. Готово давать жизнь на этой планете. А я говорю вам спасибо, что посмотрели это видео до конца. Напишите позитивный комментарий, поставьте лайк, мне будет очень приятно. И когда будете готовы пойти глубже в восстановление своего здоровья, запишитесь на индивидуальную онлайн-консультацию по видеосвязи. Там я дам вам конкретные персональные рекомендации для восстановления вашего репродуктивного здоровья. Я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.